Я посмотрела просто на витрины Саксы и сказала себе, я буду одеваться здесь. Что-то накрутить, намолить в своей кухне, какую-то сделать комбинацию. И чтобы этот продукт посмотрел Saks Fifth Avenue и сказал, да, мы хотим. Клиентка вышла довольная. Ты знаешь, кто у тебя был? Я говорю, нет. Говорит, это Деми Мур. Ее иммиграция сделала в 1000 раз сильнее. Развелась. Ушла из семьи. И я считаю, что каждая женщина должна это сделать. Всем привет! Это проект «Амазонки 21 века». Он о женщинах, которые смогли поменять страну, профессию, взгляд на мир и в конечном итоге обрести себя. Героиня этого выпуска родилась в Одессе, училась в Сызрани, а сейчас живет в Нью-Йорке. И да, она оправдывает один из главных стереотипов о русских. Она в буквальном смысле купается в черной икре. Как это вышло, узнаете прямо сейчас. Saks Fifth Avenue – самый престижный торговый центр города. Для любого бренда большая честь открыть здесь свой бутик. Это определенный уровень признания. Здесь в одном ряду с люксовой косметикой стоит бренд, созданный советской учительницей музыки Леной Ройзен. Я даже закрытыми глазами могу полностью ей сделать весь фэшн. Мне ничего не нужно, мои подушечки, все чувствую. Эти подушечки, которые бегали по инструменту, с 5 лет я занималась музыкой и играла на фортепиано. Вот сейчас мне вот это вот ощущение вот этого звука, с какой силой ты ударяешь клавишу, помогает в этих разных движениях, которые вот я сейчас, смотрите, веду вокруг глаз. Лене было 34, когда она приехала в Нью-Йорк. С собой из Одессы она привезла самое дорогое – мужа, 2 детей и старшую сестру с семьей. Им всем предстояло начать жизнь в чужой стране с чистого листа. Я сегодня исполняю первые иммигрантские обязанности. Но, кстати, вот когда переезжаешь, все говорят, что тебе придется мыть посуду, мыть полы. Вам довелось? Если честно, да. Была такой ресторан Одесса. Представляешь, я приехала из Одессы, мы здесь поселились. Это символично. Да, там было объявление, что нужно им посудомойка. Было тяжело или это было вот выше вашего какого-то достоинства? Вы решили, что не я должна мыть посуду? Это было безумно тяжело, такое количество посуды. Но ты знаешь, это, наверное, здорово, когда ты знаешь точно, чего ты не хочешь делать. Пошли работать, денег в кармане нету. Работали, я тоже с 12-13 лет делал все, что мог, чтобы приносить деньги в семью, чтобы все кушали. В России я закончил медицинский институт, 10 лет работал, потом по распределению в Одесском городском кожвендиспансере. И я, когда приехал в Америку, у меня единственная цель была пересдать на врача. Но в один прекрасный день ко мне зашел товарищ и предложил бизнес. Муж сказал, у нас 2 детей, сейчас учиться некогда. Он сразу пошел на работу, и он врач, сел за руль просто карсервиса. Он вставал в 5 утра и приходил в 12 часов ночи. Я его не видела ни днями, ни ночами. И в 45 лет вот он заболел, и случился с ним инфаркт, и нам нужно было спасать положение. У нас у всех была самая большая боль в жизни, когда папа сильно заболел. Нам говорили врачи ужасные вещи, и было очень мало шансов, чтобы он выжил. И с Богом все стало окей. Однако вернуться на работу Игорь Ройзен уже не смог, и все заботы о семье легли на плечи Лены. Я, кстати, думаю, что болезнь Игоря стала следствием тех потрясений, которые пришлось пережить, и даже не во время иммиграции, а еще до переезда в Америку. Зарабатывать нормально возможностей не было. Быть успешным в Советском Союзе было, мягко говоря, не модно. А быть успешным евреем и вовсе постыдно. Я знала, что есть евреи, но я не знала, что я еврейка до 15 лет.
Об этом я узнала, когда я поступала в музыкальное училище. И я пришла и сказали, что у нас лимит 2 человека, мы уже 2 еврея взяли. Здравствуйте. И я еврейка, я пришла домой, я стала задавать вопросы. А до этого даже у нас на столе была, допустим, маца. Папа ходил в синагогу ее брать. Так я думала, что это пекарня, что там пекут мацу. Это все, что я знала. Лене пришлось уехать учиться в Сызрань. Там, в музыкальном училище, еще были места для евреев. К еврейскому вопросу прибавьте политическую ситуацию в стране. Тогда, во второй половине 80-х, наконец-то было разрешено частное предпринимательство. Ну, казалось бы, да, бери и зарабатывай. И вот на этой волне Лена с мужем решаются открыть свой первый в жизни бизнес – частный кинотеатр. Но не тут-то было. Само же государство задушило все эти попытки на корню. Властям это не нравилось, что кто-то зарабатывает деньги. И, в общем, нас преследовали за это. Нам нужно было как будто отстегивать. Милиция заходила, милиция пыталась придраться. Сколько у вас человек сидит, сколько билетов вы продали. Жить не давали. Уже началось тогда, знаешь, такое общее какое-то движение. Раз разрешили ехать, значит, можно, наверное, об этом было подумать. Мы понимали, что здесь жизни никогда не будет. Ни нам, ни нашим детям. Надо рискнуть. И они рискуют. Лена, ее старшая сестра и их мужья отказываются от гражданства Советского Союза. А тогда по закону за каждого предателя Родины нужно было заплатить кругленькую сумму. Лена с мужем продают квартиру, добавляют к этим деньгам прибыль от кинотеатра и откупаются от своей Родины. Все ради того, чтобы начать новую жизнь в Америке. Я в себе сформировала вот это изнутри. Давай быть как вода, обтекаемая. В любой ситуации мы разберемся. То, что мы уже прожили там и через что мы прошли, но разве есть такие вещи, через которые мы не пройдем? Но разве мы можем с чем-то не справиться? Я ехала с открытыми глазами, с открытым сердцем, к чему-то необыкновенному. Я чувствовала, что это изменит не только мою жизнь, но и жизнь моей семьи. Семья обращается в еврейскую организацию «Наяна», которая помогает им добраться до перевалочного пункта в Европе, где они несколько месяцев на чемоданах ждут оформления документов для въезда в Америку. Трудностей было много, действительно. Очень много. Мы ехали через Австрию, Италию и потом Америку. Эмиграция – это тяжелый процесс. Когда выехали из Одессы, мы поехали в ЧОП, у нас были рубли. И мы не подумали их поменять, и как мы будем с рублями, которые никому не нужны. Мы приехали поздно ночью, и Дианочке было 2 года, она стала плакать, что она голодная. И пока я соображала, что нужно делать, 12-летний ребенок продал со своего руки часы. Победа. Сын ваш. Сын. Ха-ха, конечно, помню. Мозги сработали, снимаю часы, иду по вокзалу, нахожу какого-то югослава и буквально за 5 минут ему их продал. Взял деньги, накормили сестру, накормили всю семью. И нам хватило всем покушать и еще покататься, посмотреть город. То есть у него эта жилка была с рождения. После долгих скитаний Лена с семьей оказываются в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Их принимает тетя Роза. Она появляется как волшебница из сказки. Вообще тетя Роза очень дальняя родственница. Но в тот момент она становится самым близким человеком для людей без родины. У нас было 7 человек и 9 чемоданов. И нас встречала тетя Роза с больным, лежачим мужем в однокомнатной квартире. Мы все остановились у нее. Я не знаю как. Вы, ваш муж, 2 детей, моя родная сестра с мужем и с ребенком. И она нас кормила, и мы там все спали, и один душ на всех. Она так приняла 19 семей. Тетя Роза жила на Брайтоне. Тогда его еще называли Литл Одессой. И там все были свои. Даже океан. Мы одесситы, мы любим воду, нам нужен океан, нам нужно ходить по песку. Я могла там с водой разговаривать, и все слезы там оставить, и все свои идеи туда подобрать, и сколько стихов там было написано. Так, как было в Одессе, так и здесь продолжается. Первое время была ностальгия, чувствовалась довольно серьезно. Расставание с родиной. Все друзья остались у меня в Одессе. А вот, кстати, вот этот дом, видишь, желтенький,
West-End 2. Это было там, наша была первая квартира. И видишь, там где машинки, там парк. Вот там я купила свою первую машину за $800 у дедушки. Брайтон в 2 шагах от того места, где сегодня мы прогуливаемся с Леной, и там до сих пор можно услышать тот самый особенный говор, шутки, а из окон иногда даже доносятся ароматы одесских блюд. На второй день тетя сказала: одеваемся, мы едем в Манхэттен. И она нас привезла на 5-ю авеню и в Сакс. И я посмотрела просто на витрины Сакса и сказала себе: я буду одеваться здесь. И я тогда понятия не имела, что с Саксом потом еще через 30 лет свяжется моя карьера. Многие русские здесь в эмиграции приехали и все равно жили той жизнью, но в другой стране. А мама, у нее было зрение как на суперстар сразу. После болезни мужа Лене пришлось серьезно задуматься о профессии, которая позволила бы прокормить всю семью. И здесь ей пригодился советский опыт. Но не зря же в Одессе она бралась за все подряд. Дело в том, что в Одессе я помогала мужу по его специальности, он был дерматологом, мне это было очень интересно. Но когда я приехала сюда, я для себя решила, не хочу больше, болезней, и хочу делать женщин красивыми. И я в этот момент открываю газету, тогда это было «Русское слово», и нахожу там вот такое маленькое объявление: требуется косметолог в Сохо. Я набираю номер, и поднимает девочка трубку. Я сказала, что я ищу работу. Они говорят: а вы можете приехать завтра? Я сказала: да. И на завтра, в пятницу, я взяла метро и поехала в Манхэттен. Это, знаете, это должно быть заложено в тебя внутри. Она вот так вот продолжает идти вперед, как бы ей не было тяжело, назад дороги у нее никогда нету. Через 2 недели я уже стояла в расписании, и я должна была прийти и делать свой первый фейшл. Мне сказали, что меня клиентка ждет, и я сделала свой первый фейшл, она вышла довольная. Я зашла на кухню помыть руки, и там у нас были девочки, и одна русскоговорящая говорит: а ты знаешь, кто у тебя был? Я говорю: нет. Говорит: это Деми Мур. Я говорю: а кто такая Деми Мур? Она говорит: ну посмотри кино. Сэм умер. Я люблю ее. Он говорит, что любит тебя. Сэм никогда бы так не сказал. И это оказался такой вот салон, который обслуживал людей из кино и models, movie stars, моделей, кинозвезды. Да, кинозвезды. Вот я туда попала. Лена начала много и упорно работать. Сначала 4 дня в неделю, а потом все 7. Вместе с хозяйкой салона они создали линию косметики. Эта косметика разошлась по всему миру. И Лена стала своего рода амбассадором. Она ездила по странам, и теперь уже она обучала и делилась опытом с молодыми и начинающими косметологами. Когда сказали, что нужно проводить разные лекции и учить тому, что я умею делать, тоже у меня был страх: боже мой, мой английский, мой акцент, как меня поймут. Потом сидела: ну я же не преподавать буду английский, я же буду преподавать то, что я знаю. И я стала на эту сцену, и я себя чувствую так удобно, и думаю: подожди, я уже это все в своей жизни делала. И я вспомнила: ну я же играла Чайковского со сцены, это же был Чайковский, а здесь просто... Вот когда я думаю, если мама много работала, я не хочу это даже называть, что она работала, потому что она так любит то, что она делает, что она сама бы не говорила, что это ее работа. Это ее жизнь. Такой напряженный график не мог не отразиться на личной жизни. Вообще, иммиграция – это всегда испытание для супругов. Мы уже 43 года вместе. А как он вообще поддерживал вот все эти ваши начинания, истории какие-то новые, когда вы начали работать 7 дней в неделю? Все было. Хорошее, плохое. Не думаю, что так это все просто. А вот и она, невеста. А как играют бриллианты на солнце? Вот это я понимаю. Да. Вот это муж. Счастливая. Было желание, что да гори оно все огнем, уведу, разведусь. Миллион раз. Да? И я даже это сделала. Развелась. Просто на время рассталась. Ушла из семьи. Да. И я считаю, что каждая женщина должна это сделать. Мы все время жалуемся: он такой, он сякой. Для того, чтобы понять одну такую вещь, что никого в жизни ты не можешь изменить, кроме себя, наверное, нужно
побыть одной. Ну а сколько вы продержались в одиночестве? Пару недель. Она все время борется за свое имя, любит постоять за себя. У нее есть стремление и воля. Она сильная женщина. Лена проработала в косметической компании 24 года. Она никогда не умела копить и всегда жила сегодняшним днем. На что тратились заработанные деньги? Да на счастливую жизнь. Они все вместе путешествовали, наслаждались этим миром и каждым мгновением вместе. Казалось, все наконец-то наладилось, но судьба снова наносит удар. Лена теряет сестру, вместе с которой они эмигрировали в США. Моя сестра была железная леди. О май гад, я тебе расскажу случай. На нее напали грабители в трейне. Она только приехала из Лондона, привезла себе новую сумочку. Ну, ты понимаешь, сколько копилось денег на это, чтобы это все купить. И нехорошие мальчики на нее напали с ножом. Их сказали отдать сумку. У нее там ничего особого не было. Она с ними дралась. Она била их этой сумкой, они перерезали ей эти ручки. И она все равно ее удержала, и она вышла с этого трена с этой сумкой. На следующий день мой муж звонит ей и к ним домой и говорит: а можно Зою к телефону? Она говорит: мы не туда попали. Ну, нет, я имею в виду Зою Космедемьянскую. Такая была моя сестра. Она заболела очень внезапно, очень плохой болезнью. И мы понимали, что лечения этому нет. Как долго вы были рядом? Когда мы пришли в больницу и ей сказали ее диагноз, нам сказали 3 месяца. Я была рядом год и 3 месяца. Когда Лена потеряла свою сестру, мы уже долго работали вместе. Для нее это была очень, очень тяжелая потеря. Часто вспоминает про свою сестру, она часто про нее думает. Ее это сильно ударило. Все остановилось. Какой бизнес? Какие деньги? Какая карьера? Уходит твой родной человек, и ты понимаешь, что у тебя больше никогда не будет возможности. И даже в этом она нашла объяснение какое-то. Значит, вот это был момент, что подошла жизнь вот к этому, и вот нужно с этим смириться. Никуда никто не уходит. Плохие минуты, наверное, ты обращаешься в то, что ты никогда не верил. Уже просишь в молитвах, чтобы что-то сверху тебе помогло. К ней это пришло, когда она начала заниматься каббалой. Каждый человек в жизни находит себе какую-то дорогу, где какую-то помощь. Она начала понимать, почему мы живем, что такое жизнь. Я думаю, что это одно из самых-самых вот таких было перемен в ее жизни. Как я тебе сказала, мы не знали, что мы евреи, и у нас, конечно, не было еврейских имен. Я пошла в синагогу, поговорила с рабаем, и он сказал, что нужно сделать еврейские имена. Мы сделали тогда еврейские имена мне и ей. И я назвала себя Хая. Что значит это имя? Нести свет. И мы тогда очень дали эти имена, потому что я понимала, что сестру надо будет хоронить еврейским именем и по еврейским обычаям. Может быть, это то, что продлило ей жизнь. И мы не знаем, да? Но хотя бы было за кого молиться. А теперь просто представьте. Девочка из Одессы, которая даже не знала, кто она есть на самом деле, здесь, в Нью-Йорке, обретает свое еврейское имя и веру в Бога. Это был долгий путь домой. Лена, что готовите сегодня? Сегодня шаббат, придут дети. Я хочу их вкусненько покормить. И я готовлю одесские синие. Только одесситы говорят синенькие. Больше же никто в мире, да? Нет, нет. Никто даже не знает, что это такое. Это баклажаны, это баклажанная икра. Но в Одессе мы говорим синие, да. Большая семья? Вот сегодня сколько человек придет? У меня сын, дочь, сын женат, невестка, 2 детей, дочка замужем и мой муж. Она держит все вместе. Без нее не существует семьи. Но наоборот, ее дети, ее внуки – это ее опора. Я так думаю, что это то, что дает ей
ее сумасшедшую силу, постоянно продолжать идти вперед, никогда не делать ни одного шага назад и никогда не говорить, что все, я приехала. Меня в истории Лены больше всего вдохновляет не ее карьерный или финансовый успех, а ее семья. Ты чувствуешь эту любовь. Вот ты посторонний человек, и ты этим питаешься. Это такая сила. Получается, что пока одни откладывают рождение детей, чтобы сделать карьеру, другие на крыльях этой любви реализуют свои самые смелые мечты. Семья стала серьезным двигателем, который привел Лену Ройзен к невероятному успеху. У моего сына необыкновенные способности. Он врожденный, знаешь, бизнесмен. Но когда один бизнес заканчивается, и он не знает, чем нужно заниматься, он всегда приходит и ложится на мой диван. И лежит, и начинает, что нужно делать, надо что-то придумать. И вот так он лежит на диване. Пока не появился звонок. Рыбак из Луизианы сказал, что в России переловили икру, и туда теперь нельзя 10 лет вылавливать какую-то рыбу, и там нету черной икры. Ну, он вскакивает с дивана, естественно, и началась икра. У меня сразу сработали мозги, продать же что-то надо кому-то. Заключили договор и начали посылать партии там, в Россию, в Украину, партии икры отсюда. Нужно было пройти анализы икры. И они были такие все, в общем, забеганные. Он мне звонит и говорит: мама, пожалуйста, если ты можешь, подъедь в Нью-Джерси, адрес, и забери наши анализы икры. И я туда приезжаю, выносят мне 3 страницы анализов. И я понимаю, что в одной маленькой икринке есть все, что я когда-то искала для кожи. Каждый ингредиент в икре – это скинкер. Я стала замешивать, я стала делать маленькие такие баночки, такие, знаете, как пробники, и раздавать им. И они приходили в восторге, говорили, что работает потрясающе. И тогда я поняла, что нужно открыть бизнес. Слушай, реакция у нормального человека какая? Ну, какое лицо и икра? Причем тут лицо к икре? Икра – это чтобы кушать. А она говорит: не, подожди секундочку. Кушать – это кушать. Но ты вообще понимаешь, что с лицом происходит, когда она туда, когда мы ее туда мажем? Потому что, может, я говорю, возьми, не знаю, масло там и тоже намажь. Что будет происходить? Он говорит: не, ты, по-моему, до конца не понял. Она говорит: мои клиенты, которым я намазала, хорошо поняли, и уже очередь стоит. Когда Лена поняла, что ее новое косметическое средство действительно работает, с пробниками и презентацией она отправилась не абы куда, а в самый престижный торговый центр Нью-Йорка – Saks Fifth Avenue. Я пошла купить там свои духи. Ну, знаешь, все новое, все так красиво, так уникально. И я подумала, здесь должна стоять моя икра. И я написала письмо. Вот у меня есть такой продукт из черной икры, и я хотела бы вам его показать. Меня пригласили на интервью, я принесла свой продукт, я рассказала свою историю, они рыдали. Они сказали: вау, Елена, мы хотим продавать ваш продукт. Сколько докторов, таких как я, которые занимаются эстетической хирургией или эстетической дерматологией, у всех какие-то свои линии, никто не попадает в Saks. Леночка попала в Saks Fifth Avenue. Это говорит очень много о этом человеке и ее вот этого стремления вперед. Я вам хочу сказать, что мне сегодня 63, я только начинаю. Я только дошла до вот этой вот точки, где вот действительно сейчас нужно что-то начать. И меня это не пугает. В этой истории у меня остался один вопрос. А кем была бы Лена, если бы жизнь ее постоянно не подгоняла и не била? Вот если бы не надо было никуда бежать, никого спасать, кем бы она была сегодня? О май гад, я бы с дивана не слезла. Мне бы все приносили. Зачем нужно вообще о чем-то думать? Я бы даже пальцем не пошевелила. Хотелось иногда прийти на ручки, чтобы взяли, по голове погладили и сказали: ну все, хватит уже, поиграла и хватит. Я бы, наверное, уже так не смогла. У меня есть моя семья, и у меня есть мой муж. Меня ждут мои клиенты, меня ждут мои начинания. Я уже без этого не могу. Каждая женщина должна научиться менять шляпы. И не нужно переносить в карьеру свою семью, а из семьи свою карьеру. Не надо это все мешать. Тогда проще разруливать. Сегодня Лена надела свою самую любимую шляпу. Она дома с семьей
Каждую пятницу они собираются за общим столом, чтобы поделиться новостями и просто обнять друг друга. Это очень важный момент, потому что это единственный день, когда мы отключаемся, когда мы собираемся, когда мы можем провести с друг другом время, поделиться с друг другом каждую неделю наших хороших и плохих там, каких-то новостей. Это очень важно. Мы такие все близкие, такие все, знаешь, друг у друга под кожей. Для нас самое главное – это собраться вместе, и мы абсолютно все делаем вместе. То, что я могу дать своим детям и своим внукам, это то, что приносит мне силы и энергию, и это моя жизнь. Мне бы очень хотелось, чтобы из каждой истории успеха вытекала определенная формула. Вот делай так или иначе, и все обязательно получится. Но нет, у каждого из нас свой опыт и свой путь. Хотя история Лены кое-чему все-таки учит. Во-первых, у успеха нет возраста. Возможно все. Во-вторых, семья – это мощный стимул, а не преграда. И самое главное, делай только то, что ты любишь. Играй свою музыку, несмотря ни на какие преграды и сложности. Вот такие они, амазонки 21 века. Да, я счастливая женщина. Я думаю, что у меня есть все. У меня есть необыкновенная семья, у меня есть мои дети и внуки, у меня есть любимая работа, у меня есть необыкновенные истории. И я думаю, самое главное, что я оставила после себя след. Нужно всегда оставить после себя след.